Нам пришлось ждать наш заказ очень долго. И только когда я пообещала передавить ему яйца, если он не принесет, наконец, шакшуку, тогда принесли яичницу. А она ему отвечает: запомни, если у меня руки в боки, то мне пофиг, где твоя тюбетейка. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие недруги! Рада видеть вас снова в гостях у Виктории. Ушел весь текст. Куда ушел? Убежал. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие, недорогие недруги! Я рада снова вас... 20 minutes. Окей. Что у них за проблемы? Order now или не now? Здравствуйте, дорогие друзья! Снова здравствуйте! Добрый день, дорогие недруги! Я рада снова приветствовать вас в гостях у Виктории. Судя по комментариям к предыдущим видео, некоторые из вас имеют серьезные ментальные проблемы и нуждаются в лечении. Поэтому сегодня я, как искренний душелюб и людовед, совершенно бесплатно поставлю страждущим клизмы. Открываем нашу виртуальную клестирную. Виктория, не надо смеяться, это не шутки. Если не вмешаться вовремя, то у них может случиться каловая интоксикация, чреватая летальным исходом. Представляете, эпитафия. Жил в говне, был говном и помер от говна. Ну, мы же не можем этого допустить, такой бесславной кончины. Поэтому открываем нашу виртуальную клестирную. Виктория, халаты в студии. Заходите, дорогие, рассаживайтесь. Помните, хороший стул лучше, чем хороший стол. Мама, я доктора люблю. Мама, за доктора пою. Он летает выше крыши. Ой, нет, это про летчика, извините. Доктор делает аборты, посылает на курорты. Мама, я доктора люблю. Так. Я хочу поблагодарить ресторан ГАД за предоставление нам такой замечательной процедурной. Добро пожаловать в нашу клестирную. Проходите, рассаживайтесь. Помните, хороший стул лучше, чем хороший стол. Нам пришлось ждать наш заказ очень долго. И только когда я пообещала передавить ему яйца, если он не принесет, наконец, шакшуку, тогда принесли яичницу. Вместо фуля фалафель. Ну, елки-палки. Юлечка, я тебе угощу фалафель. Не хочу я фалафель. Не, ну пожалуйста. Я заказала фуль, понимаете? Ой, ты смотри, как ты потянула. Так оно не рухнет. Я понимаю, что ты заказала, но мы все-таки в Египте, да. Так что имей снисхождение. Так, прошу угощаться. Это шакшука. Восточная шакшука. Это яичница, жареная с помидорами. Наложи. На тебе. Держи. Бери фалафель, как будет. Да, но не хочу. Яичница с помидорами, с какими-то там, я думаю, с паприкой, с овощами. Да, вкусно. Я пообещала передавить его собственные яйца, если не будет подана яичница. Испугались, принесли. Да. Вот Вкусный, нас... Юля, вкусный. Возьми одну, очень вкусный. Так, я возьму часть. Возьми одну, я не съем. Правда? Итак, с прискорбием извещаю, что пришла пора прощаться. С чувством глубокой скорби и грусти я покидаю Египет. Но в гостях хорошо, а дома лучше. Ой, там что у вас сейчас холодно, мокро? Где? На юге Испании? У нас всю зиму днем 22-24 градуса. Ты в Испанию летишь, что там будешь делать? Я зимой живу в Испании, а летом я живу в Финляндии. А почему в Испании, а не в Египте? Здесь же теплее. Видишь ли, Виктория, так как я человек пока еще не достигший просветления, то мне категорически противопоказано общение с низкими эригорами. А в Египте они повсюду. Безработица в стране 32%, четверть населения неграмотно. Среди женщин неграмотных 33%. И даже среди молодежи
от 15 до 24 лет среди 8% девочек неграмотны. Мало того, что женщины неграмотные, еще и практически 90% замужних женщин до 50 лет в Египте обрезаны. Так запрещено же. Запрещено, все правильно. Да, женское обрезание запретили в Египте, но если очень хочется, то можно. Например, по медицинским показаниям обрезание разрешено. Сразу появилась масса якобы медицинских показаний типа бородавки на срамной губе. И по данным опроса 2015 года почти 80% девочек в возрасте до 14 лет по-прежнему обрезаны. Количество женских обрезаний снижается, начиная с 80-х годов, но Египет по-прежнему является страной с одним из самых высоких уровней женского обрезания. А что такое женское обрезание? Это калечащая операция на женских половых органах, целью которых является управление женской сексуальностью, ограничение сексуальной активности женщины. Наружные половые органы удаляются полностью или частично. Возможно, полное или частичное удаление клитора, малых половых губ и даже есть так называемое фараоново обрезание, инфибуляция, когда кромсают большие и малые губы насмерть, а потом еще плоть сшивают. И тогда, чтобы родить, женщине приходится сначала делать операцию, а потом опять все это зашивать. Ну, в общем, это калечащая практика, просто уродство. И примечательно, когда в Египте количество обрезания запрещают, то в России, наоборот, возрастает количество обрезаний. Муфти Северного Кавказа, например, заявил, что такие операции необходимы, чтобы разврата было меньше. Кстати, ты знаешь, Юль, я тебе скажу один такой момент. У меня же много подписчиков, и они приезжают на отдых и говорят, вместо моря сидим в туалете. Может быть, им надо как-то руки мыть или больше перца кушать, что такое? Я подозреваю, что это они едят салаты. Так? И смотри, я специально спросила, несмотря на то, что здесь водопроводная линия, вроде бы как централизованная, но система осталась прежней. Сначала они воду закачивают в какие-то баки возле домов, и из этих баков потом по квартирам раздается вода. Эти баки чистятся, если чистятся, раз в год. И поэтому, конечно, там, если водой мыть овощи, фрукты, то вполне возможно подхватить что-то. Поэтому в ресторане в первую очередь обратите внимание на салаты. Может быть, их нужно избивать. Потому что я все-таки подозреваю, что везде моют обыкновенной проточной водой, никакой не фильтрованной. Конечно. Да. Потом, если едите что-то, то нужно есть горячую еду, свежеприготовленную. Никакие не майонезы, которые могут стоять там по полдня, а именно горячую. Кофе отличный, шакшука замечательная. Фалафель хороший. Короче, рада с тобой познакомиться. Буду следить за твоим каналом, что здесь происходит. Иншаллах. Иншаллах, посмотрим. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что сексуально активные египетские мужчины – это обратная сторона женского обрезания. Если секс не доставляет женщине удовольствия, а лишь боль и страдания, то, естественно, она будет его избегать. А мужчины тоже не дураки, быстро понимают, что секс с обоюдным интересом намного приятнее. В Израиле, кстати, проводили опрос среди арабов, чем для них так притягательны русские, в кавычках, это все СНГ, русские репатриантки. И ответ, который, не сговариваясь, дали сотни парней, потряс еврейского исследователя. Русские более дикие, свободные, не зависящие ни от каких стереотипов, раскованные в любви. В общем, русские – это наследницы Тарзана. И именно это делает нас совершенно неотразимыми в сексуальном и социальном плане. А если учесть, что в случае женитьбы на русской кавалер освобождается от уплаты махра, то ажиотаж вокруг русских женщин совершенно понятен. Юля, а чем так арабские мужики привлекают наших женщин?
Восток – дело тонкое. В Египте у любой женщины есть возможность почувствовать себя прекрасной и желанной даже в приличном весе и уважаемом возрасте. Экзотичная знойность, внешность мест валеров и серьезные намерения типа «Здравствуй, давай жениться» – это же сильный аргумент. А когда-то в Турции, в парикмахерской, я увидела надпись «Утром бреемся для начальника, вечером бреемся для жены». Подними микрофон. Да что ж такое? Ага. Отлично, отлично. Давай дальше. Как это? Утром для начальника, вечером для жены. Утром бреемся для начальника, вечером бреемся для жены. В Египте мужчины тоже тщательно следят за своим лицом и волосами. Подстрижены, напомажены, выбриты. В большей части не пьющие. Арабские мужчины, как правило, очень обходительны в процессе ухаживания. Они внимательны, нежны, заботливы и настойчивы. Нальют в уши патоки, запудрят мозги и изобразят любовь настолько вдохновенно, что редкая женщина устоит перед искушением броситься в пучину африканских страстей. Прибавить сюда мифы о ценности семьи для египтян, артистические способности королей драмы, и брачная ловушка захлопнулась. Без сомнения, египтянин может быть очень милым, если пожелает. Восточная культура взаимоотношений полов гораздо более утонченная и изысканная, чем может показаться нам со стороны. Но всю правду о семейных женщинах, о семейных ценностях Египта нашей женщине предстоит узнать уже после замужества. А чаще всего момент истины оттягивается до рождения ребенка. И, к сожалению, часто мечты и реальность оказываются диаметрально противоположными. Расскажу один очень показательный случай. 10 лет назад грабитель напал на прогуливающуюся по набережной возле гостиницы «Санрайз» американку. Она замужем за арабом с 3 детьми. Грабитель подошел к ней и с размаху ударил в лицо, пытаясь сорвать сумку, надетую крест-накрест. Женщина закрывала детей руками и не могла отбиваться. Тем временем он ее молотил по лицу и по груди. Она кричала, звала на помощь по-арабски тоже. В 50 метрах сидели охранники отеля и даже ухом не повели, чтобы помочь женщине. Мимо проезжали машины, никто не остановился. Грабитель волочил ее по набережной среди бела дня, и никто не пришел на помощь. А потом охранники сказали: «Мы думали, это ваш муж». Никому в голову не придет вызывать полицию, если семья таким образом выясняет отношения. Имейте в виду. После этого случая живущие в Египте иностранки навели справки, так как это актуальная тема в Египте. Может ли женщина в случае домашнего насилия заявить на мужа в полицию? Да, может. Только если предъявит справку о том, что подала на развод. И судить мужа будут только после развода. Вот так. Семья – это святое. Конечно, мы знаем случаи счастливого замужества в Египте. Да, удачные браки случаются. И тогда, если повезет, вы будете жить долго и счастливо. Муж будет очень гордиться красотой, образованностью и умом своей русской жены. Но, к сожалению, таких семей не так много, и исключения лишь подтверждают правила. В Германии мужья из Турции и Северной Африки появились достаточно давно, и там уже есть статистика. Удачный брак возможен между немкой и турком, а шансы на удачный брак между немкой и арабом ничтожны. Но не идет итальянская прическа на русский лоб. У них там своя статистика, у нас своя. Есть даже анекдот такой. Вышла украинка за узбека. Он ей говорит: слушай, жена, если у меня тюбетейка слева, то я голоден. Если тюбетейка справа, то я зол. А она ему отвечает: запомни, если у меня руки в боки, то мне пофиг, где твоя тюбетейка. Так что, девочки, как говорит Гузеева, никого не слушайте. Слушайте свое сердце, но подчиняйтесь разуму, и все будет хорошо. За граница нам поможет. На этой оптимистической ноте желаю всем любви, мира, успехов и процветания. И надену я белую шляпу, поеду я в город Малагу
И там я всю жизнь пролежу на шикарном испанском пляжу. Adiós, amigos. Чао. Подожди, что же не сначала не поняла? Черную шляпу. Поеду я в город Малагу. И я всю жизнь пролежу на прекрасном испанском пляжу. Пролежу. Я являю и своей не жалею. Хабиби. Ты можешь сама запустить эту песню. Да, и да, там вам да. покажешь и все дела. Юлечка, я буду по тебе скучать очень, дорогая. Ты у меня шикарная актриса. Мистер, Yeah. order. We want it. Yes, please. I'm taking cappuccino and shakshuka. Ну что ж, на сегодня все. С Юлей мы обязательно встретимся, но немножечко позже. А сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, потому что со мной всегда интересно. Пока-пока, до скорых встреч!